Для построения выкройки топа нам понадобится всего 3 мерки. Первая мерка – обхват под грудью. Сантиметровая лента проходит под грудью параллельно полу. Вторая мерка – высота декольте. От центра груди вертикально до того места измеряете, где у вас чаще всего крепятся бретельки, где бы было вам комфортно, чтобы крепилась бретелька. И третий размер от центра груди, это высота линии низа груди, от центра груди до основания груди. Тоже вертикально. Вот эти 3 мерки. Давайте обхват под грудью. Вот этот. Это у нас размер А. Высота декольте. Вот этот размер. Это у нас размер Б. И вот этот размер, высота груди. Линия низа груди. Размер С. Сейчас мы построим чертеж. Прежде всего, нам надо посчитать коэффициент растяжения ткани. Поскольку трикотаж он тянется, надо посчитать. Отмеряем 10 сантиметров. 10 сантиметров. Ставим булавочку. И вот эту булавочку рядом с ноликом. И начинаем растягивать ткань. Ткань мы вот так не тянем. Растягиваем до комфортного состояния. Если есть рисунок, чтобы он сильно не деформировался, чтобы было комфортно. Растянули. Теперь смотрим, на каком значении у нас булавочка. Вот у меня 11,5. Чтобы посчитать коэффициент растяжения, делим 10 на величину, которая у нас получилась. И это будет коэффициент растяжения. Он нужен при построении выкройки. Строим выкройку в правом нижнем углу. Ставим точку А. От точки А влево откладываем половинный размер полуобхвата под грудью. Размер А, деленное пополам. Если у вас размер груди до 3-го размера, то вы эту величину умножаете на коэффициент растяжимости. Если больше 3-го, то не надо, потому что трикотаж должен потом растягиваться. Поэтому мы оставим вот такую возможность. Откладываем здесь. Я откладываю свои мерки, я их не озвучиваю, они вам ни о чем. Вверх проводим вертикальную линию. На ней откладываем размер С. У каждого, опять же, он свой. И поставлю С. Поскольку размер С, ставлю С. Вот этот размер, пусть это будет точка Б, мы делим пополам. Вот тут такой нюанс. Если, опять же, у вас размер груди больше 3-го, то мы смещаем в сторону спины на 2 сантиметра. B1. B1А делим пополам. B. Вот эта середина, это B2. Смещаем назад. Это линия бокового шва. Смещаем 2 сантиметра. B2А делим пополам. Откладываем. И от этой точки пересечения обзовем С1. Откладываем размер, высота декольте. Теперь здесь высота пояса по спинке. Через эту точку откладываем высота пояса по спинке. Это от 5 до 10 сантиметров. B1 я сделаю 8.
И нам надо соединить вот с этой точкой. И эту точку мы назовем С2. Здесь обязательно, чтобы была горизонталь, а потом уже плавные линии. Здесь лекало большое, по лекалам. Здесь от центра груди поднимаем на 2-4 сантиметра и ставим точку С3. И соединяем плавный, прямой. Здесь у нас будет сборочка. Это уже от вашей модели зависит. Линия притачивания. Вот эта линия бока у нас. Линия притачивания бретельки 1/3 от длины спинки. Так средний. Вот у нас получилась такая выкройка. Я хочу ее сделать не с тонкими бретельками, а с широкими. Сразу выкраиваются с бретелями. Поэтому в месте притачивания и бретельки, наверное, 3 сантиметра по ширине. И здесь откладываем по 1,5 сантиметра влево-вправо. Теперь нам надо просто померить размер от... Ну, проще всего померить размер под линией, где мы измеряли под грудью, от этой точки через плечо. Вот от этой точки через плечо и по спинке. Измеряем и откладываем здесь этот размер. Теперь нам надо выкроить пояс. Пояс, когда будем выкраивать пояс, приточной здесь, он может быть из кружева, он может быть из ткани. Он вот тут по коэффициент растяжения обязательно учитываем. Забыла сказать, здесь 1 сантиметр должен быть перпендикулярно, а остальное как нам нравится. Я буду кроить спинку и перед отдельно. Передняя часть у меня будет двойная. Снизу кулирка, сверху гипюр. Поэтому сзади будет только кулирка. Вот две детали. Спинка, перед. Спинка цельная, перед тоже здесь сгиб. Здесь сгиб, здесь тоже сгиб. Пояс у меня будет 5 сантиметров на... Сразу выкраиваем, поскольку мы его будем кроить со сгибом, вдоль со сгибом, то сразу выкраиваем полную ширину 5 сантиметров на длину. Здесь мы учитываем коэффициент растяжения, потому что как раз пояс будет давать возможность прилегания к телу. У меня здесь будет по длине свой размер, у вас свой размер. Все, вырезаем. И я захотела сделать на толстых бретелечках. Можно делать просто на резинке. И сейчас я подклею здесь еще до полной длины. Мне просто не хватило немножко. Вот это пояс. Здесь тоже сгиб. Можно начинать кроить. Материалы. Хлопок с лайкрой. Гипюр эластичный. И обработку буду делать при помощи вот такой резинки. Поскольку вот обрабатывать будем такую резинку, нам надо будет оставить припуск на обработку. Гипюр у нас пойдет на переднюю часть. Будет двухслойная. Эта ткань поверх гипюр.
Здесь у нас сгиб. Ткань перед употреблением обязательно перед раскроем декотировать. Декотировать. Либо вы ее вымачиваете в воде, и потом очень аккуратно сушите в разложенном состоянии. Либо вы ее просто утюгом с паром обрабатываете. Вот так у нас идет долевая. Кулирка, это значит хлопчатобумажный трикотаж, здесь с добавлением лайкры. Просто он получше держит форму. Это один слой, и второй будет гипюра. Деталь со сгибом прикладываем сейчас. И оставляя припуск 7 миллиметров, вырезаем. И сейчас я по краю сделаю строчку. Здесь сделаю технологическую строчку, чтобы легче было шить. После того, как я все сошью, я выверну эту нитку. Теперь складываем лицевыми сторонами друг к другу. Прошиваем здесь и здесь. И прошиваем пояс. Он у меня из двух частей. Тоже прошиваем. Делим на 4 равные части. Вначале топ, а потом подгрудный пояс. Поскольку у нас 2 шва, делаем их по бокам. Теперь совмещаем метки на поясе.
теперь натягиваем пояс до размера и пристрачиваем. Пришиваем с лицевой стороны, лицевая сторона к лицевой стороне, фестонами вовнутрь, пришиваем. Строчку делаем вот здесь, с небольшим натягом. Немножко растягиваем резинку, прикладываем и пристрачиваем. Ставим зигзаг. Длина стежка 2 мм, ширина тоже 2 мм. Прикладываем. Фестончики оставляем, а пришиваем только вот сюда в резинку. Чуть-чуть резинку натягиваем и строчим. И по всему периметру прострочили, выворачиваем. И теперь трехступенчатым зигзагом. Длина стежка 2 мм, ширина максимальная. Прострачиваем с лицевой стороны.